Всем привет, ребята! Ну что, вы попали. Сегодня я намерена всерьез реабилитироваться перед всеми теми людьми, которые обиделись на меня после видео про избегающее расстройство личности. Потому что сегодня я составила для вас супер четкую, короткую и действенную памятку, благодаря которой вы сможете самостоятельно избавиться от своего избегающего расстройства личности. И после просмотра сегодняшнего видео у вас точно не останется никаких поводов для того, чтобы на меня обижаться. Итак, самое первое упражнение – это то, как изменить ожидания от отношений. Как я уже говорила, вы все время привыкли, сканируя нашу реальность, замечать именно признаки негативного отношения по отношению к себе со стороны других людей. Например, друг вам протягивает жвачку и говорит, и улыбается, говорит: хочешь жвачку? А вы думаете: вдруг он подумал, что у меня воняет изо рта. Он, наверное, таким образом хочет мне сказать, что я непривлекательный. Блин, неужели у меня реально воняет изо рта? Все, вы обижаетесь на своего друга. Вместо того, чтобы подумать: блин, у меня есть друг, он не жадный, он предлагает мне жвачку, класс, он свою жвачку отдает мне, юху, как же круто, он меня любит. Хорошо, он жует жвачку, я жую жвачку, нам клево. И вы просто берете ее и радуетесь. Либо парень ночью с букетом цветов встречает вас в аэропорте, и вы едете ночью на машине, и он рулит. И вы смотрите на его выражение лица, а оно какое-то такое недовольное и мрачное. И вы думаете: вот, наверное, я его напрягла, я его уже совсем достала. Не хотел он вовсе меня встречать. А если не хотел он меня встречать, значит, он меня не любит. Как же я устала уже от этих отношений, в которых вечно я являюсь обузой, в которых никто меня не любит и не понимает. Наверное, вообще в следующий раз возьму и не буду его просить, чтобы он меня встречал, а вообще возьму и поеду на такси. А у него, например, болит живот, или он не выспался, просто ему не нравится то, что он ночью должен рулить, или у него, не знаю, какой-нибудь там механизм в автомобиле заклинило. И вы думаете про него негативно и обижаетесь, вместо того, чтобы подумать: блин, у меня есть парень, и он встретил меня в аэропорте, он подарил мне цветы, как же это прекрасно, я просто его обожаю, я самая счастливая девушка на свете, меня мой парень везет домой, уху, как же это круто, черт возьми. И в чем таким образом будет заключаться первое упражнение? Оно будет заключаться в том, что вы должны садиться вечером и в отдельно заведенную для этого тетрадочку выписывать признаки позитивного отношения к вам со стороны всех людей, которые сегодня произошли за день. Что с вами будет происходить в результате этого? У вас уже вот такой толстенный нейронный путь на поиск негативного отношения к вам со стороны других людей. Вы будете его постепенно уменьшать, не пользуясь им, а наоборот будете развивать поиск таких аспектов восприятия, когда люди относятся к вам хорошо. И вы заметите, что это происходит, что люди действительно относятся к вам хорошо. И для вас это будет, конечно, сначала шоком, вы в это не поверите, у вас будут жестко мозги скрипеть, и вот эти вот все коленца заскорузлые, они просто будут вламываться, потому что вам это будет очень неприятно и непривычно, оказывается, понимать и осознавать, что люди-то все это время к вам относились и относятся хорошо, что они пишут вам в Фейсбуке и спрашивают, как у тебя дела, что они вас приглашают погулять, что парень, несмотря на то, что вы его динамите, продолжает приглашать вас на свидание, что они даже в поступках выражают любовь. И после того, как вы даже сделаете хотя бы одно это упражнение, вся ваша схема вот эта просто начнет трещать по швам, развалится на куски, и наступит у вас освобождение. Но мы на этом не остановимся. И мы еще сделаем второе, третье, четвертое упражнение. Второе упражнение – это изменение представлений о себе. Вот, у вас возникла привычка постоянно находить в себе минусы, негатив и просто обсасывать их, купаться в них. И вы прям реально получаете какое-то мазохистическое удовольствие от их поиска, перечисления этого, что вы говорите: да, я такой неумный, все умные, я неуспешный, я слабый, я не стрессоустойчивый, я не талантливый, у меня все получается всегда хуже всех. И вот это надо изменить. Во-первых, вам стоит относиться к этому с критикой. И каждый раз, когда вы ощутите соблазн повторить это, вам нужно себя отследить, остановиться и перестать это делать. То есть поставить себе жесточайший блок и запрет на то, чтобы постоянно себя ненавидеть, самоуничижаться и критиковать. Что делать вместо этого? У нас есть 5 секторов в самооценке: красота,
ум, характер, достижения и изюминки. Что вы еще будете писать в этой тетрадочке? Напишите и найдите по 10 плюсов своей красоты, своего ума, своего характера. Это уникальные, неповторимые, лично присущие только вам достоинства. Дальше достижения. И достижения есть у всех. И у вас тоже есть 10 достижений. Изюминки, ладно, разрешаю вам найти 3-5 изюминок. Изюминок, много не бывает, но когда их мало, это пикантно. Итак, значит, нашли, расписали. И вот получилось у вас 45 ваших личных достоинств. И каждый раз, когда вам захочется себя покритиковать, говорите себе: стоп, 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 не разрешаю, у меня запрет. Быстрее бегите, открывайте тетрадочку, отлистывайте, хватайте и читайте. Так, у меня супер яркие, блестящие глаза. У меня прекрасные, красивые, волнистые, густые волосы. Я великолепно накачан, если для мужчины. У меня толстая, красивая шея. Я великолепно выносливый. Или... хорошо, допустим, я не блещу каким-то уникальным интеллектом, но зато я очень сообразительный, эрудированный, знаю много всего. Да, вам тоже будет очень тяжело искать свои достоинства и плюсы. Если не получится у самого найти свои собственные, повспоминайте, что вам люди приятного говорили о вас. Но итог должен быть один: 45 плюсов, не меньше. И в каждый момент, когда вам захочется себя покритиковать, запрет и... прямо вот так вот деревянно сначала, как Буратино, с долбящей такой настойчивостью. Просто читайте эти плюсы, пока вы их не выучите, а потом, когда вы уже к ним привыкнете, они органично вплетутся в вашу самооценку и станут, наконец-то, вашими собственными представлениями о себе. И третье – это как изменить представление о других людях. Это вообще просто шикарное упражнение, мне кажется. Вот вы же находите в других людях только достоинства, а теперь находите в них недостатки. И что этот парень подтягивается 25 раз, а я только 15. Зато он тощий дрыщ, а у меня вон какая шикарная фигура, я очень накачанный. Или... да, и что у нее какие-то гармоничные черты лица, и у нее идеальный макияж. Зато у нее вон петухи в прическе торчат, а у меня такого нету, потому что мои волосы очень гладкие, блестящие, густые и вообще супер крутые. Вот. А четвертое упражнение – это то, как можно подкорректировать ваши навыки коммуникации. Из-за того, что вы очень сильно стеснительны и вы постоянно ожидаете отвержения со стороны других людей, вы в общении не самовыражаетесь полностью, и в итоге это приводит к тому, что ваши отношения не могут быть радостными, близкими, легкими, веселыми, ненапряженными, потому что вы сами себя блокируете от этих отношений. И каким образом это можно исправить? Во-первых, надо сказать, что вы прекрасно понимаете и осознаете свои эмоции. Единственная проблема с навыком эмоциональной саморегуляции, которая у вас есть, это вам очень тяжело выражать свои эмоции в отношениях. Вот потренируйтесь и попробуйте делать это на регулярной основе. А что касается навыка коммуникации, я бы вам сначала хотела порекомендовать выработать 3. Первое – это хвалить людей. Второе – это выражать свое мнение, а третье – это критиковать. Каким образом хвалить других людей? Вот сейчас, когда вы замечаете плюсы в других людях, вы, скорее всего, или вообще молчите об этом, либо вы их высказываете так, что вот ты красивый, а я не такой. А вы просто заметьте, да, что вам нравится в другом человеке, и скажите ему об этом, но только без чувства какой-то обиды или уязвленной гордости. Просто скажите: вау, какой ты красивый, или блин, как классно, что ты этого добился. И к чему это приведет? Это повысит вероятность того, что вы сами услышите и комплимент в ответ. Таким образом, это откроет вас для другого человека и сделает вас доступным в хорошем смысле этого слова. Второе – выражать свое мнение. Оно у вас есть. У вас есть много своих мнений. И зачастую они являются очень хорошими. Они являются классными, интересными и полезными. Но из-за того, что вы сами их не высказываете, у вас поддерживается представление о себе как о неинтересном человеке. Поэтому в следующий раз, когда вы будете находиться где-то в компании или в коллективе, и
Кто-то скажет свое мнение просто легко, а вы нет, и вы подумаете, нет, наверное, я сейчас опять промолчу. Вот возьмите себя в руки, прям заставьте себя это мнение высказать. И делайте это каждый раз. Когда у вас есть какое-то мнение, просто высказывайте его. Вот именно так, как оно есть у вас в голове. И вы увидите, что люди начнут считать вас интересным, привлекательным и будут к вам прислушиваться. И таким образом вы наработаете огромные очки авторитета. И третье, это самое сложное, это критиковать. Конечно, когда вы критикуете, это всегда чревато тем, что вы вызовете какую-то агрессию в свой адрес или обиду. Поэтому для того, чтобы научиться критиковать, сначала какое-то время потренируйтесь находить в людях именно то, что вам в них не нравится, но не высказывать это. То есть произносите эту критику для них в своей голове. И после того, как вы убедитесь в том, что эта критика звучит достаточно лояльно в плане эмоционального настроя, постепенно, это уже в самую последнюю очередь, это уже как для продвинутых, самое последнее упражнение, начните ее потихонечку, аккуратненько высказывать. И именно в это время вы поймете, что другой человек также готов прислушиваться к вам и корректировать свое поведение согласно вашим пожеланиям. И это сделает ваши близкие отношения лучше, это сделает их очень безопасными и открытыми для вас, потому что вы поймете, что даже после того, как вы человека покритикуете, даже в этом случае, который, казалось бы, вообще уже катастрофический, он вас не отвергнет, а он продолжит вас любить, и он сделает так, как вы хотите. Но очень важно потренироваться эту критику сначала произносить внутри себя, потому что если вы ее произносите импульсивно, то она может звучать в форме пассивной агрессии, что, конечно же, вызовет вот такую реакцию, как «воу-воу-воу, полегче, ты ко мне несправедлив». А если вы ее сделаете уже вот так вот в последнюю очередь, как я вас научила, то тогда это минимизирует риски каких-то конфликтов и приведет только к улучшению качества ваших отношений. Итак, знайте, мы все вас любим. И сегодня, кстати, я хотела вам сказать о том, что памятку для избегающего расстройства личности я снимаю одну из самых первых. А поверьте, это тоже что-то да значит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите моих новых видео. А вы, люди с избегающим расстройством личности, если вы посмотрели это видео и попробовали делать эту памятку, то потом, пожалуйста, отпишитесь мне, сработала она или нет. Но я вам должна сказать, что я проводила ее уже она составлена на основании опыта моей реальной работы с людьми с избегающим расстройством личности, и она сработала и подействовала. Поэтому она должна сработать и у вас. Но то, как вы будете это реализовывать, это уже будет зависеть от вас. Если у вас будет что-то не получаться, пишите. И если у вас будет что-то получаться, то тоже пишите. Всем пока!